Пироги на воде и муке с начинкой будут радовать вас очень долго. Готовить их очень просто. Я обычно готовлю сразу 3. Сейчас поставим опару. Опару мы будем делать из воды, полностью указанной в рецепте, сразу из всей. Водичку обязательно нужно подогреть до температуры 36-38 градусов. Дрожжи используем живые, они работают совершенно иначе, нежели сухие. Сухие использую только в крайнем случае. Отмерьте нужное количество и растворите их в теплой воде. Я делаю это венчиком, чтобы не было комочков. Положите пол столовой ложки сахара и 100 грамм муки. Муку заранее просейте, полностью всю, раза 2-3, не меньше. Для опары я заранее отмеряю все ингредиенты. Вот у меня в чашечке стоит 100 грамм муки просеянной. Я ее сразу всю в опару и положу сейчас. Опять-таки просеивая туда, а не выкладывая комком. Делать это нужно вот так. Слегка подсыпаете и тут же мешаете. Подсыпаете и тут же мешаете. Разбивайте абсолютно все комочки, чтобы абсолютно была однородная масса. Тогда, когда у вас будет готова опара, она будет похожа на сметану. Не делайте это вилкой, потому что остаются очень большие комочки, плохо расходится мука. Делайте всегда это только венчиком. Вообще муку в тесто лучше всегда несколько раз просеивать. Она очень хорошо обогащается кислородом, и тесто ваше будет более пушистое, нежное и мягкое. Когда мука полностью разойдется в опаре, накройте сверху миску пищевой пленкой. Лучше 2 раза оберните. И оставьте опару при комнатной температуре. Не убирайте ее никуда в теплое место, не ускоряйте процесс брожения. Она постоит минуточек 20 и превратится такую в густоту сметаны. Вообще, когда идет процесс созревания, очень нежелательно, чтобы был какой-то сквозняк, дул ветерок, открытые окна и все прочее. Тесто все этого не любит. Поэтому делайте двойной слой пищевой пленки. Я именно так всегда делаю, чтобы уберечь себя от возможных приключений нехороших. Прошло 20 минут, как я и говорила. Вот, посмотрите, наша опара похожа на сметану. Именно такая консистенция нам и нужна. Не нужно дожидаться, чтобы там появилась какая-то большая грибная шапка или что-то в этом духе. Это все не нужно нам, абсолютно. Теперь ответственный момент. Мы будем замешивать тесто. Нам нужно добавить соль, чайную ложку в нашу муку 300 грамм, которую, как я сказала, просеяна 2-3 раза. Добавили соль в муку, взяли сито и теперь просеиваем также потихонечку все 300 грамм в нашу опару. Делаем это по чуть-чуть, ни в коем случае сразу же не высыпаем всю муку, боже упаси. Если высыпать сразу все, могут получиться очень большие комки, от которых потом очень сложно избавиться. Да и когда вы просеете, тесто будет именно нежнее, мягче и лучше намного. Обычно добавляют жидкость в сухое, но так как у нас идет процесс наоборот, поэтому мы подсыпаем потихоньку и все время мешаем венчиком без остановки, чтобы не образовалось комочков. Это важно. По мере того, как тесто густеет, венчик начинает забиваться, и мы переходим уже, собственно, на лопаточку. Вот, уже снимаем все со стеночек, подгребаем внутрь и замешиваем наше тесто. Оно постепенно густеет, вот как видите. Я не хочу сокращать видео, чтобы видно было, как тесто меняется и насколько оно густеет, потому что это тоже важно. Мука, кстати, у всех разная, поэтому ее может понадобиться больше, меньше. Вы смотрите именно по густоте. Тесто должно в итоге получиться мягкое, липкое, такое влажное, слегка подвижное, но не жидкое. И ни в коем случае не крутое. Все время подсыпаете муку с помощью просеивателя. Ну или как у меня, обычное сито. Есть такие еще, кстати, механизмы очень удобные. Там жмякаешь на ручку, и оно отсыпает нужное количество, просеивает. Можно им использовать. Вообще гаджетов кухонных сейчас очень много. Вот, видите, тесто густеет. Уже, в принципе, похоже даже на тесто. Сейчас уже очень скоро будем переходить месить на руки. Меня просят не сокращать видео, где я вымешиваю тесто, как именно я подсыпаю, поэтому я все оставляю в оригинале. Ну, чтобы было не так скучно, разговариваю с вами.
Вообще, наверное, соглашусь, действительно удобнее, особенно для тех, кто вообще никогда не делал тесто и делает это в первый раз, видеть все глазами, наглядно и делать то же самое. Тут я, наверное, соглашусь. Я очень хочу, чтобы у вас получились эти великолепные пироги на муке и воде. Тут ингредиентов настолько мало, а вкус настолько богатый получается. И взять их можно с собой куда угодно, и подать гостям не стыдно. Так что учитесь, будете делать их очень-очень часто. Вообще для этого рода теста подходят, наверное, практически абсолютно все несладкие начинки. Очень вкусно обжарить лук, с отварным картофелем смешать. Вообще лук с картошкой это классика. Естественно, сырные различные начинки, с зеленью всевозможной, со шпинатом очень вкусно. Так что экспериментируйте на здоровье. Ну вот, мы подошли к этапу заключительному, когда уже, в общем-то, не нужна нам ни лопатка, ни что другое, кроме рук. Теперь уже месим руками. Хочу обратить внимание, насколько изменилось тесто. Видите, оно уже такое хлюпает, липнет к рукам, но все еще подвижное. То есть до густоты, вот до крутого теста ему, конечно, очень-очень далеко. Посмотрите, как оно играет с руками. Вот, вот, видите? Вот. Оно, кстати, уже сейчас довольно хорошо тянется. Но, конечно же, глютеновая фаза еще не до конца себя показала. Теперь добавьте растительного масла в тесто. Я добавляю всегда только оливковое. Где-то 15-20 грамм. В зависимости от того, какая у вас густота теста. Смотрите. Ну, у меня где-то 15-20 грамм уходит. И дальше вымешивайте по кругу вот так вот. Собираете и вымешиваете. Вот, видите, как оно себя ведет. Вот именно так у вас должно быть. Посмотрите, вот оно такое. Из-за масла оно стало еще намного мягче, но может быть слегка, чуть меньше забивается в руки. Такой, видите, сползает. Прям вот если его взять, оно сползает вниз. Вот именно такой консистенции оно должно быть. То есть если взять комок теста такой и перевернуть руку, то оно не будет, как крутое тесто, держаться на руке. Оно поползет вниз. Это и есть та самая густота, которая нам нужна. Все, подбирайте тесто внутрь, делайте комочек. Сейчас поставим растаиваться на час. Не забудьте обернуть 2 раза пищевой пленкой. Это очень важно. При расстойке не должно попадать никаких сквозняков к тесту. Я еще для лучшей расстойки ставлю миску на деревянную разделочную доску и убираю миску вместе с доской, ставлю в духовку на противень. Доска нужна для того, чтобы не было контакта с холодным противнем. Включаю в печке лампочку и зажигаю печку на 80 градусов буквально на несколько секунд, чтобы там образовалась температура где-то 35-38 градусов, не больше. По ощущениям вы засовываете руку в печку и тепла практически не ощущаете. Вот это и есть та самая температура рядом с температурой тела. Все, взяли пленку и обернули двойным слоем. Расстойка, кстати, может занимать не час, а где-то час 10, час 15. То есть вы, помимо того, что смотрите, что тесто хорошо поднялось, еще и смотрите на его поверхность. Она не должна быть гладкая, глянцевая. Поверхность должна быть бугристая. Это говорит о том, что углекислого газа в тесте очень много, и оно довольно-таки с большими пузыриками внутри. Именно этого мы и добиваемся. Мое тесто стояло час 10. Вот хочу показать, какая именно должна быть поверхность теста. Видите, какие огромные пузыри. Оно как бы светится изнутри. Вот именно такая структура теста нам нужна. И пока вы ее не получите, расстойку прекращать не нужно. Так что это может занять, видите, какие огромные пузыри, может занять больше часа, где-то час 10, час 15. Имейте это в виду. Тесто очень хорошо тянется, не рвется. Глютеновое окно соблюдено полностью. Оно очень мягкое и пластичное. Теперь очень аккуратненько выньте тесто лопаточкой или руками на стол. Его не нужно не обминать сильно, не тыкать в него кулаками, пальцами и все прочее. Вам нужно его просто разделить на 3 части. Очень аккуратненько с ним работайте. Тесто не любит
когда его сильно бьют. Вообще поменьше совершайте резкие телодвижения с тестом. Работайте очень действительно аккуратненько. Пальцы слегка припудривайте. Вот. Ведь подгребайте его внутрь, внутрь, внутрь. Делайте шарик из каждого кусочка. Сейчас мы эти шарики поставим еще расставиться минуточек на 10. Тесто после каждой работы с ним должно отдохнуть. Тесто это очень любит и будет вам благодарно. Когда скатываете шарик, вы прямо явно ощутите, что там хорошие пузырики, много воздуха в тесте. Это очень хороший показатель. Ваши пироги будут воздушными и очень вкусными. Когда вы формируете шарики, подсыпайте муки, так оно будет легче формоваться. Не бойтесь этого, тесто достаточно мягкое, но позволяет добавить муки. Немного добавляйте, просто припорашивайте. Все, шарики мы сформировали, теперь надо им отдохнуть под полотенчиком минуточек 10. Прошло 10-15 минут, вот посмотрите, как они поднялись, какие красивые у нас получились заготовки для наших 3 пирогов. Насыпьте на стол немного муки, руки смажьте оливковым маслом. И сейчас очень аккуратненько разровняйте нашу заготовку, придайте ей круглую форму лепешки. После чего можно класть туда начинку. Делать это можно разными способами. То есть можно по-простому распределить начинку равномерно. А можно просто положить начинку сразу, сделать из нее круглый шар, положить ее в центр, закрыть края пирожка и осторожненько распределить начинку по пирогу. Тесто очень мягкое. Кто не может прям вот с таким работать, подсыпайте муки ровно столько, чтобы у вас была возможность что-то из нее слепить, придать форму. Больше не подсыпайте. То есть совсем чуть-чуть, ровно столько, чтобы можно было сделать пирог. Вот я положила начинку, видите, по чуть-чуть по всему центру. Чуть-чуть ее придавила. Это самый простой способ. Все, и потом уже все края подтянуть к центру и закрыть пирожок. Припудрить его, собственно. Можно дальше уже раздвинуть его руками до размера где-то высотой сантиметр. Вот я слегка придавила начинку, чтобы было удобнее формовать. И теперь уже просто подтягиваем все края кверху. Но не тяните весь толстый край, тяните тонкую линию. Иначе у вас будет очень такая перегруженная серединка. А вам нужно распределить все равномерно. Все, закрываете пирожок. После того, как сформируете пироги, дайте им постоять минут 20. И после чего уже выпекайте.